Всем привет, с вами Марти, и что-то давно я не снимал видео для рубрики «Страйкбольная академия», поэтому сегодня я поделюсь с вами своим опытом съемки видео ночью и покажу, как можно довольно дешево собрать камеру для ночных съемок. Недавно я публиковал на канале заключительную серию геймплея с игры Stalker, и как вы, наверное, знаете, большая ее часть была снята ночью. Я изначально вообще не планировал снимать ночную часть игры, потому что постоянно приходится использовать яркие фонари на оружии или на голове. У такой съемки есть множество недостатков, среди которых плохое качество картинки, демаскировка и ослепление окружающих людей. Поэтому после данной игры я решил, что мне непременно нужна система для съемок ночных геймплеев, чтобы на следующей игре я не слепил людям фонарем в глаза. Конечно, лучше всего для этого подойдет PNV поколения 2+, или лучше даже 3+, оборудованный видеокамерой. Такую систему для съемки ночных игр сделал мой коллега Андрей Поэт, о чем он рассказал в видео на своем канале. С одной стороны, такая система просто идеальна. Вы одновременно смотрите в PNV и снимаете видео. Я считаю, что для съемки больших страйкбольных игр это вообще единственный подходящий вариант. Но Андрею такая система обошлась почти в 100 тысяч рублей, при том, что его PNV третьего поколения был бэушный и с дефектами. Это не учитывая кучи мороки по сбору данной системы. Не знаю, как у вас, но лично у меня нет желания тратить 100 тысяч рублей на систему ночной съемки, как бы хороша она ни была. Тем более PNV на играх мне в принципе не нужен. Мне было бы достаточно обычной экшн-камеры, которая снимала бы метров на 10-15 вперед и при этом меня сильно не демаскировала. Для съемок ночного сталкера или CQB-пострелушек в темном помещении этого более чем достаточно. Мой вариант системы для ночной съемки обошелся всего в 8000 рублей, а можно сделать и еще дешевле. Из комплектующих вам понадобится недорогая китайская экшн-камера и инфракрасный фонарь. Все это вы можете купить на сайте AliExpress, выбор там просто огромный. И если экшн-камеру вы еще можете купить в России, то недорогой ИК-фонарь вы в России точно не купите. Чтобы облегчить вам выбор, порекомендую AliRadar. Это очень удобное и полезное расширение для браузера, позволяющее делать выгодные покупки на AliExpress. Вы, наверное, знаете, что продавцы часто манипулируют ценой, чтобы создать видимость скидки во время распродажи. Используя AliRadar, вы сможете видеть, как на самом деле менялась цена товара и какой у продавца настоящий уровень доверия покупателей. А также сможете поставить уведомления, когда товар станет дешевле. Плюс есть вкладка «Похожие товары» с аналогичными предложениями от других производителей. Лично для себя я прикупил еще и тактический фонарь на пистолет. В общем, смело могу рекомендовать вам AliRadar, ссылку я оставлю в описании к видео. Если вы не знали, то ИК-фонари используют в качестве подсветки для PNV и ночных камер. Со стороны инфракрасный свет человеку не виден, но если светить ИК-фонарем прямо в глаза, то в полной темноте вы заметите лишь маленький красный огонек. Есть, конечно, фонари, свет которых глаз вообще не улавливает, даже если светить им человеку в лицо, но на AliExpress вы такие фонари не купите, чтобы продавец не писал в описании. Там продаются только дешевые ИК-фонари с длиной волны 850 нанометров. Но при наличии прямых рук вы можете отдельно купить ИК-диоды с длиной волны 940 нанометров и собрать из них подобный светильник или установить такой диод непосредственно в фонарь. Лично для себя я выбрал фонарь мощностью в 7 Вт и возможностью регулировать угол и соответственно мощность луча. Такой фонарь можно установить на шлем или привод по вашему желанию. Далее наша задача немного переделать экшн-камеру. Себе я купил SJ5000X, но для этих целей достаточно и более дешевой экшн-камеры. Чтобы камера могла видеть свет от ИК-фонаря, нам необходимо снять объектив и извлечь ИК-фильтр. Схема разборки у разных камер может отличаться, но в целом она примерно одинакова. Первым делом снимаем переднюю панель. Затем откручиваем объектив, который обычно закреплен герметиком.
Теперь необходимо извлечь ИК-фильтр, который хорошо приклеен. Перед этим рекомендую закрыть объектив защитной пленкой, которая шла в комплекте, чтобы его не поцарапать. ИК-фильтр приходится буквально выковыривать, так что обязательно наденьте очки, потому что осколки могут полететь вам в глаза. Чтобы объектив было легче установить обратно, советую удалить с резьбы старый герметик. Он легко отковыривается даже ногтем. Вкручиваем объектив почти до конца, после чего настраиваем его фокус. Грубо это можно сделать при помощи родного дисплея или синхронизировав камеру со смартфоном. Рекомендую также сделать пробную видеозапись и проверить корректность фокуса на мониторе компьютера. После настройки снова заклеивать объектив герметиком не обязательно, потому что передняя панель не даст ему раскрутиться. Вот так снимает камера без ИК-фильтра в обычных условиях. Все освещенные солнцем участки стали фиолетовыми, но при этом искусственный свет отображается корректно. А вот так все выглядит в полной темноте при включенном ИК-фонаре. На мой взгляд, лучше сделать картинку черно-белой, понизив насыщенность до нуля, либо изменить цветовой баланс, сделав картинку зеленой. Такая цветовая гамма при ночной съемке более привычна нашему глазу. Ну а теперь можете оценить весь мой комплект в сборе. Фонарь я закрепил по центру, чтобы световое пятно никуда не смещалось. В качестве альтернативы можно установить два менее мощных фонаря на рейлах по бокам шлема. Рядом с фонарем я установил микрофон, который подключается к рекордеру. Сама камера звук пишет довольно плохо. Понятное дело, что для больших страйкбольных игр такая система не подходит, потому что у противника может быть ПНВ и ваш инфракрасный фонарь будет светиться в нем как прожектор. Но для съемок ночных ролевок, CQB-пострелушек или чтобы на большой игре поснимать свою базу или взять у кого-то интервью и при этом не светить человеку в лицо обычным фонарем, не слепить его, это многим не нравится, такая система более чем подходит. Друзья, надеюсь, видео будет вам полезно, я очень старался. Напомню еще раз про Ali Radar для тех, кто делает покупки на AliExpress. Поддержите видео лайком, подписывайтесь на канал, в описании много полезных ссылок и не бойтесь темноты.